I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре предлагаю обсудить и протестировать конденсаторный микрофон от компании Takstar стоимостью $150. И приходит микрофон в большой коробке с приятным оформлением. Здесь имеется изображение самого микрофона, есть логотип компании, а тут указано название этой модели SM9. Но тут уже находится штрих-код для проверки оригинальности этого продукта. Ну а сзади имеется описание и перечислены возможности этого микрофона. И по техническим характеристикам тут все очень интересно. Частотная характеристика этого микрофона от 20 Гц до 20 кГц, максимальный уровень звукового давления составляет 135 дБ и его выходное сопротивление составляет 110 Ом. И сразу вам скажу, что он более требователен на усиление, чем микрофон Takstar SM10. И в этом обзоре мы обязательно сравним два этих микрофона. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этого микрофона более подробно. Микрофон, держатель паук для микрофона, дополнительный набор резинок, большой и очень подробный мануал по использованию этого микрофона, металлический поп-фильтр, ну и вот такая вот ветрозащита. Этот микрофон выполнен полностью из металла и весит он 440 грамм и имеет очень приятную расцветку. Здесь на лицевой части у него имеется надпись SM9, а чуть ниже есть значок, означающий, что этот микрофон работает только в водонаправленном режиме. Ну и сквозь эту решетку можно увидеть тот самый 34 мм капсюль с позолоченной диафрагмой. И как по мне, друзья, этот микрофон выглядит прям реально очень круто. Я бы даже сказал уникально. И, конечно, к его сборке у меня вопросов никаких нет. В этом плане у компании Takstar все всегда сделано на очень высоком уровне. А я вам напомню, что это уже третий обзор на микрофон этой компании. И ни с одним микрофоном у меня не было никаких проблем. Ну а сзади здесь у него находится надпись Takstar и нанесен QR-код для проверки оригинальности этого микрофона путем его сканирования. И как у всех микрофонов, здесь находится у него разъем XLR для подключения уже кабеля. Ну а теперь давайте поговорим о звучании этого микрофона Takstar SM9 и рассмотрим его график частотной характеристики в сравнении с Takstar SM10. И этот микрофон имеет линейные низкие и средние частоты с небольшим спадом на высоких частотах после 13 кГц. И сейчас вы слышите абсолютно сухой звук без каких-либо обработок. И именно вот так звучит данный микрофон, без использования ветрозащиты и поп-фильтра. А вот до этого весь звук я записывал на Takstar SM10, так что я думаю, разница сейчас довольно очевидна, поскольку Takstar SM10 это сам по себе достаточно яркий микрофон с более выраженными высокими частотами, что подтверждается уже на этом измерении. Причем обратите внимание то, что у него тоже ровный низ и ровные средние частоты, но уже более подчеркнутые, ощутимо так высокие частоты, и за счет этого он в сравнении с Takstar SM9 звучит более прозрачно и воздушно, тогда как SM9 на мой слух звучит в этом диапазоне более сдержанно и нейтрально, с большим уклоном в теплую подачу средних частот и с более гладкими высокими частотами. Хотя, если вы заметили, сейчас здесь в эквалайзере высокие частоты у этого микрофона в порядке, и все равно необходимая информация сюда в любом случае попадает. Просто в сравнении с SM10 он уже не так более сильно выделяет какие-то микронюансы, а как бы более плавно их нам преподносит, что с одной стороны, как по мне, и хорошо. Ну а теперь давайте лучше пройдемся по моим обработкам для этого микрофона и уже после проведем финальное тестирование этого микрофона с Takstar SM10, где я буду переподключать их по очереди. Ну и вот сейчас вы слышите уже обработанный звук с микрофона Takstar SM9, и моя цепь обработки, что у SM9, что у SM10, крайне простая. То есть тут все максимально просто, но грамотно. Первым делом у меня, как всегда, идет деэссер, который просто слегка ослабляет и контролирует все сибилянты, которые все равно иногда могут проскакивать. Лично у меня буквально на любом микрофоне, даже на динамическом, где будет еще меньше высоких частот. И этот деэссер тут просто очень аккуратно
постоянно контролирует и прибирает их, причем делает он это очень незаметно, поскольку я не ставлю здесь какие-то большие значения. И обратите внимание на то, что я ставлю его всегда перед компрессором, чтобы он уже не реагировал на эти пики, и на выходе мы уже имели более собранное и максимально контролируемое звучание. Ну и по сей день я пользуюсь замечательным компрессором от Waves вот с такими настройками. У меня стоит довольно быстрая атака, небольшой релиз, поскольку в своих обзорах я говорю довольно быстро, сжимаю сигналы всего лишь на минус 8 дБ, что довольно немного, поэтому мой голос на выходе остается по-прежнему очень динамичным, но не пережатым, что очень важно. Ну а также, если необходимо вам, то вы можете здесь сразу добавить гейна. Например, я обычно добавляю от 3 до 6 дБ. Ну и все, ребята, вот как-то так. И помните, что все гениальное просто. Ну а теперь давайте сравним звучание этого микрофона с Takstar SM10. Раз, два, три, четыре, пять, и вот сейчас вы слышите, как звучит мой голос с микрофоном Takstar SM9, без каких-либо обработок и поп-фильтра. Раз, два, три, четыре, пять, сейчас вы слышите, как звучит мой голос с микрофоном Takstar SM10, без каких-либо обработок и поп-фильтра. Раз, два, три, четыре, пять, а вот так уже звучит мой голос с микрофоном Takstar SM9, без обработок, но уже с поп-фильтром. Раз, два, три, четыре, пять, а сейчас вы слышите, как звучит мой голос с микрофоном Takstar SM10, без обработок, но уже с поп-фильтром. Раз, два, три, четыре, пять, а сейчас вы слышите, как звучит мой голос с микрофоном Takstar SM10, но уже с моими обработками и без поп-фильтра. Раз, два, три, четыре, пять, а вот сейчас вы уже слышите, как звучит мой голос с микрофоном Takstar SM9 с моими обработками и без поп-фильтра. Ну, в общем, как-то так, друзья. Я думаю, вы хорошо сейчас услышали разницу в звучании двух этих микрофонов, и вам не будет трудно определиться с тем, что больше подойдет вам. От себя я постарался рассказать вам все по делу и как есть. Ну а вывод у меня получился таков. Takstar SM9 это без всяких сомнений отличный конденсаторный микрофон с очень теплым, нейтральным и сбалансированным звучанием, которое подкупает своей естественностью и натуральностью. Он очень уверенно справляется с голосом, не окрашивая звучание, но при этом добавляя легкое ощущение аналогового тепла, в отличие от Takstar SM10, который звучит более прохладно, прозрачно и аналитично. И как по мне, SM9 это не слишком стерильный микрофон, так как в нем есть свой какой-то вот такой особенный характер, но поданный очень деликатно. SM9 звучит мягко, округло и с хорошей проработкой деталей, но без какой-либо излишней резкости. Поэтому, как по мне, это отличный выбор для тех, кто ищет качественное и универсальное решение для домашней студии или уже для более профессиональных задач, например, как озвучка. Я думаю, что сейчас я буду использовать именно этот микрофон для записи звука во всех своих новых обзорах. Ну а ссылка на покупку этого микрофона, как всегда, находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!